Что если однажды вы обнаружите, что почти вся ваша жизнь и все, что вы знаете, было ложью? Это случилось с Маргарет Эриксон, которая считала, что была замужем за мужчиной по имени Патрик в течение 37 лет. Но однажды она обнаружила, кем он был на самом деле. Наша история начинается утром 5 апреля 1985 года. Человек по имени Патрик Эриксон работает уличным торговцем и отправляется в торговую поездку, и его семья не ожидала его в ближайшие дни. Патрик был женат на Маргарет, и у них было 5 детей. У некоторых уже были собственные дети. Это был счастливый брак. Маргарет любила своего мужа и доверяла ему. Патрик всегда был хорошим компаньоном, заботливым отцом и отличным работником. Он был добрым человеком, который любил играть на гитаре, ездить на рыбалку и ходить в поход на свежем воздухе. Никто не ожидал от него чего-то необычного. С 1984 года Патрик уже занимался продажей ресторанного оборудования местным гостиничным компаниям. Для него было нормальным находиться в отеле пару ночей подряд. Но он поддерживал связь со своей женой, звоня ей из отелей, в которых останавливался. Но однажды Лейла, дочь Патрика и Маргарет, увидела машину своего отца, припаркованную на дороге. Она ехала со своим мужем Питом в соседний город за покупками. Они на мгновение остановились, чтобы узнать, как дела у Патрика. Но когда они подошли к машине, то увидели, что она пуста. Лейла и Пит направились к реке, предполагая, что Патрик будет ловить там рыбу, но не смогли найти никаких следов. Лейла начала беспокоиться и позвонила матери. У Патрика были проблемы с сердцем, и он принимал достаточное количество лекарств, чтобы держать его под контролем. Но если его сердце начинало болеть, он возвращался к машине и звонил своей жене. Маргарет призналась, что ничего не слышала о своем муже за последние 24 часа. Лейла позвонила в местное отделение полиции и в ближайший отель, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо новости. Но Патрика никто не видел. Начался тщательный поиск с использованием вертолетов и наземного оборудования. Вскоре они обнаружили, что Патрик ел накануне в соседнем ресторане и что это был последний раз, когда его кто-либо видел. Маргарет сказала полиции, что у ее мужа была дурная привычка носить с собой много наличных. Маргарет переживала, что, возможно, кто-то увидел пачку денег и решил ограбить старика. Возможно, ограбление пошло не так, и ее муж погиб, а его тело было бы брошено где-нибудь в лесу. У Лейлы были свои собственные теории. Она также думала, что ее отца больше нет в живых, но причиной стали его проблемы с сердцем, но тело не было обнаружено. Постепенно вся семья Эриксон начала понимать, что Патрик не вернется. Прошло несколько лет без новостей, и в надежде получить больше информации Эриксоны приняли участие в телешоу под названием «Неразгаданная тайна». Эпизод вышел в эфир 23 сентября 1991 года и сразу же породил серию новых теорий. Некоторые люди утверждали, что видели человека, который соответствовал описанию Патрика, путешествующего автостопом недалеко от того места, где была найдена его машина. Следователи учли всю новую информацию и начали верить, что Патрик мог уйти и оставить свою жизнь и свою семью в прошлом. Но Маргарет, конечно же, не поверила. Если бы это было так, почему он оставил дома все свои кредитные карты и лекарства? Но факт заключался в том, что Патрик ушел, и по прошествии еще 1 года о нем никто ничего не узнал. Убитая горем Маргарет обратилась в Верховный суд с ходатайством о признании ее мужа юридически мертвым, которое было удовлетворено с учетом имеющихся доказательств. Пару месяцев спустя Маргарет попыталась получить свидетельство о смерти и сделала пугающее открытие. Почему не было ни свидетельства о рождении, ни каких-либо других документов, подтверждающих его личность? Ни дипломов о высшем образовании, ни военных документов,
ни истории болезни. Как будто Патрик Эриксон не существовал до того, как он женился на ней, как будто он сам это придумал. Теперь впервые Маргарет начала сомневаться в человеке, которого любила всю жизнь. Она также начала сомневаться в себе, потому что как она могла поделиться своей жизнью с человеком, у которого, по-видимому, был большой секрет? Лейла также начала задаваться вопросом об истинной личности своего отца. Она не сомневалась в нем как в человеке, потому что знала, что мужчина, который ее воспитал, был искренне добрым, честным и заботливым. Но она действительно начала понимать, что Патрик что-то скрывал. Теперь они могут никогда этого не узнать. Патрик покинул их и оставил за собой след вопросов без ответов. Затем был прорыв. На другом конце страны, в Торонто, поступило сообщение об исчезновении человека. Этот человек также был уличным торговцем. Его звали Дэвид, и его внешность имела странное сходство с внешностью Патрика. Дэвид жил в пансионате и оттуда совершал поездки, продавая мясные продукты в местном сообществе. Друг сообщил об исчезновении Дэвида, и когда полиция позвонила в пансионат и обыскала комнату, она нашла фотографию. На фотографии был Патрик с внуком на руках, и сразу стало ясно, что Дэвид и Патрик — это один и тот же человеком. Для его жены и детей было шоком узнать, что он все еще жив. Но почему он ушел? И где он был сейчас? Неужели он снова исчез? Но оказалось, что на этот раз Патрик был в длительной торговой поездке и вернулся в пансионат через несколько дней. Когда он добрался до своей комнаты, он был удивлен, увидев доказательства того, что там была полиция. Он подошел к хозяйке пансионата и спросил, что случилось. Она сказала ему, что за ним приехала полиция, что кто-то сообщил о его исчезновении. Патрик удивился и снова бросился бежать. Когда позже полиция вернулась в пансионат, его уже не было. Тем временем его семья оставила письмо, в котором попросила его вернуться домой. Они все еще любили его, и хотя было очевидно, что ему придется давать объяснения, они примут его таким, какой он есть. Они и представить себе не могли, что его секрет может быть таким большим, что навсегда изменит их взгляды о нем. Все это стало известно в 1992 году, когда кто-то в другом канадском городе увидел его на улице и узнал его по программе телевидения. Они вызвали полицию, и Патрика доставили на допрос. Он, наконец, объяснил, от чего бежал, что скрывал все эти годы. Он сказал, что его настоящее имя — Майкл Шелби, и что в 1946 году, когда ему было 26 лет, кто-то ограбил офис, в котором он работал. Его обвинили, и чтобы избежать ареста за преступление, которого он не совершал, он решил скрыться. Его имя было изменено на Патрик Эриксон, а остальное уже история. Патрик в основном жил ложью все эти годы. Печально то, что обвинения, выдвинутые против него все эти годы, вероятно, давно сняты, и он зря скрывался за фальшивой личностью, опасаясь, что его обнаружат в любой момент. Теперь остается вопрос, почему он решил сбежать, когда ему вот-вот исполнится 65 лет? Почему бы не продолжить жить своей жизнью, как Патрик Эриксон, и не остаться со своей семьей? Оказывается, приближаясь к своему пенсионному возрасту, он понял, что ему нужно будет предъявить свидетельство о рождении, чтобы получить свою пенсию. Но, конечно же, у него его не было, и он не мог сказать правду своей семье, поэтому сбежал. Но теперь правда стала известна, и, пропав без вести на 5 лет, Патрик Эриксон вернулся к своей семье. Доверие к нему, конечно, было серьезно подорвано, и им пришлось бы начинать все сначала, чтобы восстановить свою связь. Но постепенно они это сделали, и жизнь продолжалась. К сожалению, Маргарет и Патрику уже не суждено было прожить много лет вместе, поскольку Маргарет скончалась в 1996 году. Сам Патрик скончался в 2007 году, и теперь остались только их дети
чтобы помнить человека, который, возможно, был неискренним, но который всегда был добрым, честным и заботливым. Дорогие зрители, а вы бы сбежали, как это сделал Патрик, или рассказали бы правду своей семье? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.